Через наши инсайдерские каналы стало известно о новых причинах недавнего визита Никола Пашиняна в Вашингтон на правительственном уровне Армении. Ниже рассмотрим ключевые моменты и информацию, полученную спустя несколько дней. Западный вектор внешней политики Армении – одна из наиболее обсуждаемых тем в дискуссиях о ситуации на Южном Кавказе, о старых вызовах и новых тенденциях в регионе. Поездка Пашиняна в Вашингтон – отличный повод еще раз проанализировать этот курс, оценить глубину ориентации Еревана на Запад и понять, насколько эти изменения могут быть необратимыми. Премьер-министр Армении недавно с рабочим визитом посетил Вашингтон, и этот визит нельзя назвать рядовым событием. Помимо официальных поводов, существуют и более глубокие причины посещения американской столицы. Пашинян участвовал в Международном саммите по свободе совести, ежегодном мероприятии, проводимом в Вашингтоне. США активно продвигают свою роль защитника религиозных свобод по всему миру. В стране действует независимая комиссия по международной религиозной свободе, работающая на двухпартийной основе и не входящая в структуру Госдепартамента. Однако Армения остается де-факто монорелигиозной страной, и вряд ли вопросы свободы совести занимали центральное место в повестке Пашиняна и его команды. Поэтому важнее понять реальные причины его поездки в США. На данный момент перед Ереваном стоит несколько ключевых задач. Во-первых, Пашинян хочет донести до команды Дональда Трампа, что сотрудничество с администрацией Байдена – это не личный выбор, а часть более широкой стратегии взаимодействия с США на долгосрочной основе. Именно по этой причине глава Армении призвал новую администрацию уделять больше внимания ситуации на Южном Кавказе. Во-вторых, существует негласное соперничество с Баку за внимание и поддержку Вашингтона, и Пашинян явно не хочет уступать в этом вопросе. В-третьих, как бы ни оценивались попытки диверсификации внешней политики Армении, Пашинян последовательно ищет новые источники безопасности в США, Индии, Иране и, конечно, не забывает о таком союзнике, как Франция. И этот подход уже дает свои результаты. Это подтверждает, например, положительная реакция армянского общества на жесткие сигналы Ирана в адрес Баку относительно неприкосновенности границ в регионе. Но как совмещать укрепление иранско-армянских отношений с курсом на сближение с США? Секрет в том, что и Вашингтон, и Тегеран не возражают против того, чтобы Армения поддерживала контакты с обеими сторонами. Пашиняну удается балансировать между странами, чьи отношения друг с другом остаются напряженными, но в вопросе Армении их интересы неожиданно совпадают, что, естественно, выгодно для Еревана. В-четвертых, Пашинян использовал визит в США как платформу для сигналов другим ключевым игрокам. Москве он демонстрировал, что не намерен закрывать глаза на действия Кремля, а Азербайджану и Турции свою незаинтересованность в новой эскалации, которую, впрочем, активно подогревает Москва. Давайте также рассмотрим несколько стран и их текущие события, чтобы лучше понять мировую геополитическую ситуацию, которая, в свою очередь, может повлиять и на Армению. Приведем краткий обзор каждой страны, а затем сделаем выводы. Украина и уроки самодостаточности. Украина переживает сложный, но важный этап становления. Главные проблемы – это развитие оборонной промышленности и укрепление экономики. Однако для их решения нужны не только реформы, но и время. Восстановление промышленности и диверсификация экономики – процесс долгий, на который уйдет не один год. Важно не поддаться внутренним противоречиям и усталости. Территории под оккупацией – это временное явление, и их возвращение потребует не только военных усилий, но и активной дипломатической работы. Этот кризис стал важным уроком для Украины, заставив ее полагаться на собственные силы, развивая армию, экономику, налоговую систему и международные связи. Армения и ставка на обороноспособность. Армения движется к новой стратегии обороны. Уже значительное увеличение расходов на армию, составляющее 5-6% ВВП. Но для обеспечения безопасности необходимо довести эту цифру до 7-8%. Важно не просто увеличить бюджеты, но и направить их на эффективные программы. Оборона должна стать частью развития экономики и технологий. К 2026 году многое прояснится,
и ключевым моментом будет выбор нового премьер-министра. В это же время происходят значительные геополитические изменения: открытие границы с Турцией, укрепление отношений с ЕС, углубление связей с союзниками – Францией, Грецией, Индией и Нидерландами. Политическая ситуация в Армении решит, сможет ли страна сделать решающий шаг в сторону Европы. Иран и Грузия как факторы нестабильности. Возможные изменения в Иране – это сложный, но реалистичный сценарий. Ослабленный режим пока еще сохраняет контроль, но если Запад не только дестабилизирует ситуацию, но и поддержит прозападные силы, то это может существенно изменить баланс в регионе. В случае такого исхода Армения получит нового стратегического партнера, а Азербайджан окажется в изоляции. Без нефтяных доходов и стабильности его элиты начнут паниковать. Если Баку решится на агрессию, его ждет поражение. Грузия также постепенно выходит из-под влияния России, но этот процесс занимает время. Внутриполитическая борьба в стране еще не завершена, и от ее исхода зависит геополитический курс Тбилиси. Азербайджан и Турция. Необходимость адаптации. Азербайджан боится двух вещей – потери нефтяных доходов и политической нестабильности. Если один из этих факторов начнет разрушаться, амбиции Баку по отношению к военным операциям ослабнут. Переходные процессы в Иране неизбежно затронут и Азербайджан. Турция, проводя сложную стратегию, тем не менее делает важный шаг в открытии границы с Арменией. Главное, чтобы этот процесс не стал очередным рычагом давления на Ереван. В долгосрочной перспективе Турция осознает ущербность своей агрессивной политики, в отличие от Азербайджана, который по-прежнему действует без долгосрочных стратегий. Какие выводы можно сделать? Если Украина выдержит текущие испытания, а она выдержит, если Армения продолжит реформы и сделает выбор в пользу Европы, если Грузия освободится от пророссийских сил, а в Иране произойдут перемены, то ситуация в регионе радикально изменится. В этом новом порядке Азербайджан окажется в изоляции, а Россия будет слишком слаба, чтобы навязывать свою волю. Основные выводы. Украине необходимы реформы и время для их реализации. Армения должна укреплять как армию, так и экономику, чтобы добиться полной независимости. Грузия и Иран – два ключевых фактора, которые могут ускорить геополитические изменения. Азербайджан и Турция будут вынуждены адаптироваться к новой реальности, если Азербайджан сможет выжить в этих условиях. Все зависит от того, насколько умело страны региона смогут воспользоваться этим историческим моментом. И в заключение, на фоне этих геополитических реалий, приведу очень важный момент, который произошел недавно. Греческий министр обороны в Вашингтоне жестко раскритиковал режим Эрдогана в Турции. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас на Дельфийском форуме в Вашингтоне сделал ряд важных заявлений. Ниже приведены его слова. Я приведу два разных примера, существующих в нашем регионе Восточного Средиземноморья, и пусть США решают, какой из этих двух примеров отвечает их интересам. С одной стороны, авторитарная страна, которая не считает нужным соблюдать нормы международного права и международное морское право. Страна, которая является членом НАТО, но не вводит санкции против России, поддерживая с ней очень тесные отношения. И это не единичная, а постоянная политика. Эта страна бросает вызов международно признанным границам, игнорирует международные договоры, активно участвует в локальных конфликтах, сама является источником нестабильности, с каждым днем все больше поворачивается в сторону ислама, принимает у себя братьев из Хамас, объявляет себя врагом Израиля. С другой стороны, страна, которая является защитником международного права и международного морского права, а также правил, основанных на международном порядке. Это современная демократия со всеми ее недостатками, которая, тем не менее, соблюдает основные права, свободу слова, права женщин, свободу политического выражения, которая привержена демократическим ценностям и является членом ЕС. Страна, которая в обеих мировых войнах сражалась бок о бок с демократическими силами и потеряла около 10% своего населения во время Второй мировой войны. Таким образом, на выбор США представлены эти два примера, подытожил греческий министр.
Еще раз отмечу, что Никос Дендиас в первом случае говорил о Турции, а во втором – о своей стране – Греции. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и Закавказья.